Посмотрите на этот вид. Вообще. Ого. Как обычно, манговый сок свежевыжатый. Это просто вообще на десерт что-нибудь из этого попробую. Самое главное, что я сегодня сижу на террасе с таким вот видом. Так, ну что, пробуем? Кокосик. О боже, какой он вкусный. So tasty. Теперь, когда на душе будет волнительно, я буду пересматривать это видео об этой чистоте форм, перпендикулярности линий, однородности архитектуры. И мне будет становиться хорошо. Одним из самых красивых в мире. А вот и самый классный вид. Супер. Прекрасное, прекрасное, прекрасное утро, солнечно. Доха, Катар, день номер 2 сегодня. Ура! Солнце! Доброе утро, друзья! Наконец-то! Сегодня второй день моего пребывания в Катаре. Я смотрю, все еще сильный ветер, но зато солнце! Ура! Надеюсь, вчера, я когда проснулась, тоже было немножко солнечно, но потом все это зашло тучками. Класс! Ну что, привет, любимый Доха, как же ты мне нравишься. Я пойду по тебе гулять. Красота. Обожаю выходить вот так с утра, когда никого нету. Сейчас я пройдусь где-то до завтрака, часочек прогуляюсь по району опять. Ой, обожаю. Ну что, лук, день номер 2. Оделась так же, как и вчера вечером, но в удобной обуви. Хочу пройтись по району и пойду на завтрак. Я уже проверила. Вот, не знаю, мне здесь хочется собирать волосы. Вообще не могу ходить распущенными. Невозможно здесь ходить с распущенными. Вот чисто психологически у меня не получается. И мне очень нравится накидывать вот этот капюшон. Во-первых, от ветра. Во-вторых, он достаточно, ну, то есть как-то вот консервативно на мне смотрится. По-мусульмански. Вот. И мне это очень нравится. Вот. Ну и куртка, потому что ветер. Вот, у меня есть 2-3 часа до чекаута. Сейчас хочу пройтись по району, дойти до музея. К сожалению, музей открывается в 3 часа. Один из лучших музеев. Причем туда бесплатное еще и посещение. Вот, и у меня есть часик прогуляться, потом вкусный завтрак, последний в Мандарине. Вот, уже практически я упаковалась. Вот, и надеюсь, немножко продлят мое время здесь. И хотелось бы выехать, конечно, часиков 2. Вот, и я еду в другой отель. Еду я в Риксос Гольф Резорт. Посмотрим. Он на набережной, на пляже. Поэтому, надеюсь, немножко хотя бы ножки в водичке поболтыхаюсь. Ну что, погнали? Там все еще солнечно. Вот. Красота. Так вот номер выглядит утром. Спала сегодня под 2 одеялами. Принесли мне 2 одеяла, спала. Вот. Моя обувь все еще так аккуратно стоит, как они поставили. Я уже почти собралась, готова к выезду. Ну что, пойдем гулять и завтракать. День номер 2 в Дохе. Это ресепшн там. Пойду сейчас уточню по поводу чекаута. Боже, как приятно, вот это сервис. И мне продлили мой отель до 3 часов. Я говорю, музей открывается, в который я хочу посетить, а там пятничная молитва, и музей открывается так, у нас вот main entrance. Музей открывается в 3. И милые люди, они поинтересовались, как же я замерзала сегодня. Я им рассказала, что кондиционер ваш не греет совсем. Он действительно не грел. Приходил работник, было 22 градуса. Вот, поэтому мне продлили до 3 часов мой стей. Вот. И это, конечно, просто супер. Спасибо, Мандарин, за этот сервис.
Вот. Ну что, немножко пройдусь по району. Хочу пойти на разведку, посмотреть. Я знаю, что этот музей, в который я хочу попасть, он с той стороны. Пойду на разведку, посмотрю эту территорию, как там это все сейчас выглядит. Вы видели, наверное, на вчерашнем видео, где я ела суши на этой улице, какая-то была busy area. И посмотрите, как сейчас свободно, вот даже я могу переходить без светофора улицу. Кстати, то, что вышло солнышко, это, конечно, улучшает ситуацию, но ветер все равно очень сильный. Так вот долго стоять на ветру некомфортно. Вот, я обожаю вот это утром вот так вот выйти здесь, прогуляться. Такой небольшой спорт, замена спортику. Потому что, конечно, я чувствую, что я привезу из этой поездки килограммчиков 5. Потому что, как бы, в общем-то, вкусно. Вот. Короче говоря, прекрасное утро, солнечно. Доха, Катар, день номер 2. Сегодня много событий. Вот, самое главное, что я очень хочу насладиться пляжем в Риксосе. Надеюсь, получится. Вот, поэтому класс. Утром это пустота, завораживает. Смотрите, ни машин, ни людей. Волшебно. Только что меня вот эта машина белая Kia проехала. Это Uber. Uber, кстати говоря, очень дешевый. То есть одна поездка у меня стоит там 100 лир, 200 лир. Вы должны понимать, это вообще копейки. Вот эта машина, я водителя узнала. Он меня 2 раза вчера возил, этот Uber. Потому что он на всех вот этих точках, где там туристы и так далее тусуются, самых таких. И я смотрю, знакомая машина, знакомый водитель. Поэтому я уже тут почти как местная. Все это даже знаю. Так, там рынок Вакиф, там я уже была, я не пойду туда. Вот. Это музей, в который я, собственно, хочу сегодня прийти в 3 часа. Вот. Ну, а пока у меня есть время, вот эту вот часть этого района я тоже хочу обследовать. Думаю, здесь тоже очень красивое здание и архитектура. Вот там, я смотрю, уже что-то виднеется, надо почитать. Захотелось заглянуть. Женская часть мечети. Посмотрите, какая красота. Опять чистейшая архитектура. Какой прекрасный фонтан минималистичный. Мухаммед бин Жасмин мечеть. Какая красивая территория мечети, правильно? Правда, такая уютная, такая маленькая, такая милая. Очень умиротворяющая. Очень красиво. Это Мухаммед бин Жасим Хаус. Я читала о нем. По-моему, он тоже закрыт, он тоже открывается в 3 часа. Сегодня из-за пятничной молитвы все открывается в 3 часа. Да, конечно, этот район просто took my heart. Остановка трамвая, как вам? С пандусом, пожалуйста. Даже, кстати говоря, в лифтах все сделано для людей с ограниченными возможностями. Потому что кнопочки все лифта внизу. Ой, давайте посмотрим тачки. Ой, какие тачки. Кто это у нас тут такой? Макларен. Сегодня же Формула-1 проходит. И Макларен 2. Красивенький. Класс. Нет, вы посмотрите на эту архитектуру, на эту чистоту линий. Просто восторг.
теперь, когда на душе будет волнительно, я буду пересматривать это видео об этой частоте форм, перпендикулярности линий, однородности архитектуры, и мне будет становиться хорошо. Смотрите, как красиво. Трамвайные пути так романтично здесь идут. Красота. Мой мандаринчик в самой такой красивой части, оживленной. Там всегда такой экшен происходит. Смотрите, какая красота. Просто глаз радуется. Душа успокаивается. Мысли пропадают вообще какие-либо. Красота. Ага, thank you. Так. Капучино мне принесли. Прекрасно. Teşekkürler. Thank you. I'm speaking Turkish. У меня тут салатик. Жду Бенедикта. Взяла такого разного попробовать, чего вчера не пробовала. Как обычно, манговый сок свежевыжатый. Это просто вообще на десерт что-нибудь из этого попробую. Самое главное, что я сегодня сижу на террасе с таким вот видом. Красота. Ну что, восхитительный завтрак. Мне принесли мои яйца. Похватала там салатика. Они принесли мне соус вот таким вот образом, чтобы я сама себе это засервировала, как хочу. Холландез соус, вот так вот, вот так. Может быть, это не очень эстетично, но я уверена, это будет очень вкусно. Опа! Красота! Там, видите, кстати говоря, уже готовится сегодня уже Формула-1. Готовится к инсталляции. Здесь будет какое-то сегодня вечером шоу. Я уже не увижу, но... I see that you like to take stories. Yeah. Pictures, Thank you. yeah. I'm doing vlog. Vlog. Yeah. You are in my vlog. It was very nice service. Thank you so much. Thank you. I wanted to try this coconut because I live in Bodrum. Huh? They also have mandarin. And whole summer I was like, oh, I should definitely go and try it. And I didn't, but I'm trying here. Yeah. You absolutely read my mind. It was my plan. It's. I just spoiled it in my vlog. It's my plan. Next trip. Yeah. Так, ну что, пробуем. У меня кокосик. О боже, какой он вкусный. So tasty. Очень вкусный. Последний раз я пила в Дубае, но это было очень давно, еще до пандемийные времена. И я все хотела в мандарине, в Бодруме выпить кокос. Боже, какой он вкусный. Зачем пить кофе и всякие соки? Просто божественно. О, вау. Let's see. Мой замечательный официант сказал, раз вы делаете влог, я сейчас вам покажу, говорит, поразительный вид. You mean that side? How nice. I had breakfast here. I didn't think. I mean, of course. And there is no view. Here's the best. Why I sit that corner? Yeah, because they don't serve Oh my here. God, it's so beautiful. This is the West Bay. So beautiful. Till the Pearl, you can see Yeah, the Pearl actually, there. I'm now This is planning the to Pearl, go to yeah. West Bay. I didn't go there This still. is- Now you So went beautiful. already from Yes, here. now I know where I'm going. Yeah, Yeah, exactly. it's the best view from here. Yeah, it's I good, was yeah. thinking, oh, I need a new roof or something to have a view, but Yeah, I already now you have have it. the view, I yeah. have, yeah. Yeah. Thank you so much. Действительно, посмотрите на этот вид. Вообще.
Удивительной красоты. Наконец-то вышло солнышко, и я на набережной, Корниши Дохи. Класс, красота. Что интересно, в районе Мандарина гораздо сильнее ветер, и действительно прям очень холодно. А здесь, в этой части, прям супер тепло. Давайте посмотрим, как выглядит здесь море. Ой, смотрите, какое оно другое. Вау, смотрите, как мелко. Здорово. Красота. Здорово. Супер погода, чтобы прогуляться по набережной. Это, наверное, место, с которого начинается видео у всех блогеров. Но у меня на второй день я сюда добралась, потому что я рада, потому что в солнечную погоду это воспринимается гораздо лучше. Там вот где-то мой отель. А сегодня я буквально через пару часов перееду туда, в ту часть. В Риксос перееду туда. Кстати, вон приходят круизные лайнеры. Здорово. Это, кстати говоря, первый парк, который я побывала здесь. Здесь сразу семьи, дети. Такой очень небольшой. Такой садик, я бы сказала, сложно назвать парком, но все равно здесь зелень, газончик, детки играют. Очень красиво. Тут туристические лодочки прогулочные. Красиво они так смотрятся в воде. Вода, кстати, зеленая. Так интересно, необычно, по крайней мере, у берега. Такой контраст. Потом так хопа. Вест-Бэй. Мы с вами в Вест-Бэй. Одно есть место, где можно перейти дорогу. Смотрите, какой огромный проспект. Сколько? Почти 5 в одну сторону, 5 в другую. Вау. Красота. Ну что, куда я приехала? Канат Квотер. Самое главное, что здесь очень красиво, и у нас тут шикарный вид. Волшебно. Такая маленькая Венеция. Что, пойдем изучать небольшой райончик. Катарцы хитрюли построили себе остров, на котором себе устроили маленькую Европу такую. Но понятное дело, что она выглядит очень смешно и искусственно, ну, то есть для людей, которые бывали в Европе. Вот. Но зато здесь суперский вид на очень известный всемирный отель. Сейчас, я надеюсь, нас не задавят. Придем дорогу, я вам покажу. Ой, тоже ветра.
Ну, и, конечно же, на этот известный отель сейчас будет восхитительный вид. Я как раз туда и иду. Боже, смотрите, какой трогательный, миленький желтый домик. Как это мило выглядит. О, пилатес, нам сюда надо. А вот и самый классный вид. Супер. Очень мне это нравится. Просто волшебно. Ой, прям такая загородная европейская жизнь. Это нам подойдет. Супер. Какая красота. Волшебно. Ой, у них тут еще свой пляж. Какой песочек изумительный просто. А, у кого-то есть тут уже борды. Такой отдельный уютный райончик со своими пляжами, ресторанами, я так понимаю, йогой, пилатесом. Все, что надо. Отдельный мир. Недолго думая, я решила быстро в эти оставшиеся 30 минут мотнуться, в общем-то, в Раффлс. Там известное лобби, очень красивое. Поэтому едем туда. Там должен быть шикарный вид. Вот она. Вот туда мы едем. Thank you so much. Thank you. Не зря это лобби считается одним из самых красивых в мире. Отель Раффлс. Какая красота, просто сказочное место. А официантки, как розовенькие принцессы. Надеюсь, в следующий раз я остановлюсь уже в этом отеле. Единственное, что он, конечно, далековато от всех точек, от музеев, от набережных, но зато здесь очень красиво. Я уже не могу пить кофе, не могу пить чай. Заказала мохито с passion fruit. Твой столик. У них, кстати, есть afternoon tea здесь. Красота.
получилось, что непогода, эти ветра, они подталкивают меня все время пойти в какое-то новое место, спрятаться от ветра. Вот. Тут немножко кондиционеры поддувают. Вот. И если бы, наверное, не ветер, то я бы осталась и гуляла по Pearl. Но я вспомнила и увидела вид на этот отель, я вам только что показывала, да, с моста. И я поняла, что надо срочно ехать сюда, буквально 10 минут на Uber, и я уже здесь. Вот, но мне через полчаса нужно быть уже в Мандарине, у меня чекаут и переезд в новый отель. Кстати, сразу видно, видите, не поспала 3 ночи, плохо спала, не высыпалась, сразу синяки. Вот, но ничего, я полна сил, энергии, чувствую себя хорошо. Вот. Смотрите, какие тут великолепные потолки. Просто красота. Принесли мне мохито, passion fruit. Сейчас попробуем. Как вам ATM машинка? Не здание такая передвижная возле банка. Класс. Ну что, последняя моя точка. Я думаю, посещение всяких музеев, достопримечательностей в эту поездку. В общем, вы можете прочитать сами. Сейчас. Вот, я не могу это прочитать. Мшрейп. В общем, вы поняли. Известный район, ну, в котором я жила, и музей. С удовольствием сейчас прогуляюсь по этому музею. Как миленько выглядят жердочки для птичек. Так это прекрасно. Ну что, последняя точка на моем маршруте. Hi. لقد عرف الرق في جميع أنحاء العالم وعلى امتداد التاريخ الإنساني. فعلى مدى آلاف السنين كانت أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال تتعرض للوقوع في الأسر، فيتم انتزاعهم من عائلاتهم وأراضيهم ليصبحوا رغما عنهم رقيقا في بلاد غريبة، يباعون ويشترون ويجبرون على العمل بالإكراه. في هذه الغرفة نستعرض أمثلة قليلة لهذه الممارسات. ففي بلاد اليونان القديمة حقق المفكرون إنجازات ملحوظة في مجالات الفلسفة والفن والعمارة والرياضيات والعلوم، وما كان لذلك أن يتحقق لولا اعتمادهم على الرقيق للقيام بالأعمال اليومية بدلاً عنه. Жемчужина Pearl Industry. В общем-то, здесь как раз большое количество людей было в рабстве. 60 тысяч
أجمل من القاع المحار. ألم يحلم أن يخلد النجم البرج الأزرق. Можете поставить на паузу и почитать. И вот здесь уже тоже как раз удивительной красоты, конечно, эти галереи. Просто восторг. Бесплатный вход, пожалуйста. Любой может сюда попасть. Это уже началась добыча нефти. Новый период. Ну что, напоследок, перед тем, как уехать из этого района, хочу себе купить жемчужную сережку. Не знаю, будет тут или нет, сейчас посмотрим. Может быть, хотя бы здесь, где заходила, нету жемчужин.